от пациента. С 2023 года появился дискомфорт, переходящий в болевые ощущения в области поясницы после длительной ходьбы. Со временем боль стала появляться на прохождении меньших дистанций. С сентября 2024 года максимальная дистанция составила не более 100 метров. Также стоять на месте, практически не двигаясь, стало невыносимо больно. Боль в пояснице, преимущественно с левой стороны, и распространяющейся болью в левый бок, ягодицу и бедро. Медикаментозное лечение в стационаре дало облегчение временно. В дальнейшем препараты диклофенак, ксифокам, тексарет не помогают от слова совсем. Прошел курс массажа, глубинное воздействие на ткани и мышечные структуры, после чего почувствовал значительное улучшение. Спустя 3 недели сильно топнул ногой, обивая снег с обуви, и вуаля, получите незабываемые впечатления. Болевые ощущения вернулись, хоть не настолько сильные, как раньше. Чувствую себя при всем этом деревянным и несгибаемым. Стоять на месте снова нет терпения. Ходить гораздо легче, но недолго. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 43 лет, дата исследования 22 июля 2024 года. Область исследования – поясничный отдел позвоночника. Сканирование в корональной плоскости не представлено, что снизило информативность исследования и затруднило трактовку его результатов. Поясничный лордоз сглажен. Выявляются МР-признаки дистрофических изменений в виде снижения интенсивности МР-сигнала от межпозвонковых дисков в сегментах L1-S1 на T2 и вследствие дегидратации пульпозных ядер дисков, со снижением их высоты, более выражено в сегментах L3-S1. Передне-боковых краевых костных разрастаний с обызвествлением передней продольной связки в местах прикрепления к телам позвонков и задне-боковых краевых костных разрастаний в сегментах L1-S1. Соотношения в дугоотросчатых суставах правильные, суставные фасетки позвонков расширены за счет краевых остеофитов. МР-сигнал от тел позвонков диффузно неоднородный за счет очагов жировой дегенерации. Межпозвонковые диски поясничного отдела позвоночника циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе кзади. L1, L2 не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 15 мм. L2, L3 не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 14 мм. L3, L4 дорсальная циркулярная грыжа 5 мм с признаками компрессии нервных корешков, с обеих сторон в сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков вызывая деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 9 мм. L4, L5 дорсальная циркулярная грыжа 4 мм с признаками компрессии нервных корешков, с обеих сторон в сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков вызывая деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 11 мм. L5-S1 не смещен кзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 10 мм. Задняя продольная и желтая связка неравномерно уплотнены. Эпиконус не изменен, корешки конского хвоста дифференцированы. Обращают на себя внимание грыжи Шморля, TH12S1. В теле L5 гемангиома диаметром 6 мм. Заключение. МР-картина дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника, межпозвонковых грыж, L3, L4 с формированием вторичного стеноза позвоночного канала, L4, L5, гемангиомы L5. Рекомендована консультация нейрохирурга. 9 февраля 2025 года. КМН, доцент Котов МА, а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В поясничном отделе есть пара грыж, одна из которых крупная, значительно сдавливает просвет позвоночного канала и нервные корешки. Такие грыжи с завидной регулярностью оперируют. Вам нужна консультация нейрохирурга.